после ужасного падения в течение 9 месяцев. У маленькой девочки произошло искривление шеи, из-за чего она не могла двигаться в течение 10 лет. Все изменилось, когда известный хирург решил провести операцию над ней. И это было сделано бесплатно. Могу сказать одно, это того стоило. История этой девушки тронула меня глубоко, и ее появление сегодня очень удивило меня. Я хотел рассказать вам, как было раньше и как сейчас. Оказывается, еще есть добрые и благородные люди с золотыми руками. Пока они существуют, надежда не умирает, что даже в самых трудных, невероятно сложных ситуациях всегда есть выход. Таких примеров много. Возьмем, к примеру, историю несчастного пакистанского мальчика Афшина Гуля, который с детства страдал от сильного искривления шеи, вызывающего сильные боли на протяжении многих лет. Ему было всего лишь 10 месяцев, когда старшая сестра случайно уронила его из рук. С того дня его шея оказалась повернута на 90 градусов. Мальчик жил в мучениях до 12 лет. За все это время родители пытались помочь своей дочери, обратившись к нескольким врачам. В конце концов, они отвезли его в клинику, где ему бесплатно предоставили специальный ортопедический аппарат. К сожалению, даже после этого состояние маленького пациента не улучшилось. Он все еще не мог двигаться. Даже не мог позаботиться о себе. Мальчик не мог говорить или есть самостоятельно. Большую часть времени он просто мучился и страдал, надеясь, что произойдет чудо, и кто-то сможет ему помочь. Родители Афшина Гуля 10 лет ходили по больницам, надеясь на чудо, но все врачи говорили одно и то же, указывая на то, что у мальчика детский церебральный паралич и нет надежды на излечение. Трудно представить, что чувствовал этот мальчик все это время, так как в самые лучшие годы его жизни Афшин был лишен обычных радостей детства, в то время как его сверстники ходили в школу, бегали, играли и наслаждались жизнью. К счастью, в этой ситуации нашлось решение, хотя самое печальное в этом ситуации было то, что маленькой пакистанской девочке требовалось дорогое лечение, которое ее семья не могла себе позволить. Самое главное, чтобы родители не теряли надежды, не сдавались ни на минуту, потому что даже в самых сложных ситуациях нужно ждать выздоровления. Были случаи, когда врачи помогали даже тогда, когда болезнь считалась неизлечимой. Примером такой возможности восстановления здоровья может быть история мальчика Мурата с редким генетическим заболеванием позвоночника, известным как синдром Протея. Это заболевание проявляется в быстром росте определенных частей тела и может привести к инвалидности и даже смерти. Болезнь начала развиваться у мальчика в подростковом возрасте. Хирурги из детской клинической больницы имени Н. И. Пирогова провели уникальную и сложную операцию продолжительностью 7 часов. Теперь Мурат может заниматься спортом и снова ходить на велосипеде. Наступил момент, когда врачи могут предоставить Афшину из Пакистана шанс на нормальную жизнь. Статья местных журналистов стала поворотным моментом. Они писали о ее трагической судьбе. Это тронуло многих, но самое главное, эта статья привлекла внимание врача из Индии, специализирующегося именно на таких сложных операциях на позвоночнике. Прочитав ту же статью, хирург Раджгопалан,
Кришнан решил сделать бесценный подарок и бесплатно провести операцию девочке. Весной 2022 года он сделал ей бесплатную операцию, без которой Афшин не смогла бы долго прожить. 6 часов подряд он не покидал операционную. Он восстановил нормальную подвижность у ребенка. Глядя на последние фотографии девочки, вы сами можете убедиться, что каждая секунда, проведенная во время операции, была того стоит. Собственно, так Афшин выглядит сегодня. Вот это я называю золотые руки. Я думаю, вы согласны, что у современных врачей они именно такие. Уважаемые друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайки. Подпишитесь на канал, чтобы узнать больше.